Антонио Тичинева презента. Мои любители прекрасного, приветствую вас на своем канале, и мы с вами в Вероне. Самый яркий и эффектный стрит-стайл в Италии вы можете увидеть в Вероне. В этом городе любят наряжаться на этой худой, шикарными волосами итальянке комбинезон с принтом а-ля Миссони. Он отлично подходит под ее светлые локоны. Я мечтаю носить комбинезоны, но меня всегда волнует один вопрос – как ходить в уборную. Для меня это не функционально, но как эффектно. Свой образ итальянки всегда дополняют украшениями. В этом образе мы видим крупные, конечно же, каблуки. Кстати, волосы у них всегда распущены. Обратите внимание, вы никогда не увидите итальянку с заколкой, резинкой или крабиком. Если вы это видите, значит это русская. Конечно, это шутка. Но максимум я видела низкий хвост. А мы с вами на Пьяцца делля Эрбе, в переводе на русский «Площадь трав». Здесь расположился рынок, но он абсолютно туристический, не вещевой. Вещевые проходят в каждом городе в определенный день, обычно раз в неделю. Но и этот рынок является частью определенной атмосферы, и благодаря ему город оживает. Еще хотелось отметить, что на радость мне и, конечно же, окружающим, большинство итальянок умеют ходить на каблуках, да еще на таких высоченных, и, естественно, весь образ украшают их шикарные волосы и загар. И круглые сутки они носят очки, в большинстве случаев крупные. А я люблю одеваться, как она, черная футболка или майка, джинсы и сникеры предпочтительно белые. И что мы видим? Снова комбинезон, сумка Спиди, Луи Виттон и каблуки. Хоть это и туристка, итальянки по центру города в коротких шортах не ходят, но она мне нравится. Красивые ноги, красивая женщина, все гармонично. Почему нет? И не говорите мне про возраст, это цифра. Главное трезво оценивать фигуру и уметь ее выгодно подавать. У нее комфортный для прогулки образ, сумка Луи Виттон Ева, шорты, сникеры белые, стильно. Чтобы не возвращаться в отель, она повязала кардиган на случай, если станет холодно. Неотъемлемый атрибут – собака. Люблю нарезанные фрукты, есть не хочется в жару, а это освежает и насыщает. Да и времени на еду у меня обычно нет, нужно столько увидеть. Фиги или инжир на русском – это одна из самых моих любимых ягод. Как выяснилось, это именно ягода. И мы с вами уже не удивляемся, это опять комбинезон. Комбинезон, кстати, с трендовыми сейчас лампасами. Хоть эта вставка и продолжается выше, но тема та же. Еще они любят подчеркнуть талию ремнем. Хотите короткие ножки, носите кюлоты. Это ужасно. Я и мама модные путешественницы. У всей этой женской компании платье в пол. Красивые, можно прикрыть несовершенство фигуры и остаться элегантной. Довольный человечек. Идем сюда. Не знаю, что это за порода. Какой-то зверь. А мы с вами взбираемся наверх. Там открывается потрясающий вид. Здорово увидеть город с высоты. Ты чувствуешь его атмосферу.
а не стоишь в очереди, чтобы поглазеть на искусственно созданный двор из пьесы Шекспира. Но почему-то это многим нравится. Просто всем нужна сказка. А мне нравятся красоты вокруг, природа, здания, которые хранят в себе историю. Пошел 7-й день моего путешествия, и только сейчас я поверила, что я в Италии. Обязательно делайте так, чтобы ваши мечты сбывались. Не понимаю, как в те времена они смогли построить такое. В каждом городе свое сочетание стиля в архитектуре, в зависимости от того, кто владел этими землями когда-то и оставил свой след. Вот такая дверь. Никаких опознавательных знаков, кроме вот здесь. Я шла только благодаря карте, я нашла этот отель. Но здесь прикольно, что есть кафе позавтракать. Верона. Такой номер. Зеленый. Шкаф. Телевизор. Все минималистично. За что берут такие деньги? Не знаю. Просто все новое. Поэтому, наверное. Не карета, но все же. Benvenuti a bordo del trenino di Verona, un istruttivo e divertente tour per grandi e piccini. Vi farà scoprire il centro di una delle più belle città d'arte italiane, con oltre 2000 anni di storia. Welcome aboard the train of Verona, an entertaining and instructive tour for adults and children. Иногда я люблю покататься по городу на традиционных туристических вагончиках. Весело, и все-таки я действительно турист. Le fiabe, tra poco vedremo l'ultima fortezza della dinastia veronese, e della Scala. Comme un château de contes de fées, nous verrons bientôt le dernier. Bientôt le fleuve Vérone, l'Adige, long de 400 km. В Вероне я второй раз, летом впервые. Город действительно прекрасный. Наслаждение нереальное, просто любуемся городом. Le pont Pietra, construit au 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est le plus ancien monument romain de Vérone. На самом деле это все очень вкусно. Это сыр и помидоры, а хлеб просто божественный. Радуйтесь жизни, вокруг столько красоты, стоит только остановиться и посмотреть.